Привет, это Тостер. У нас много интересного о домашней технике, реальные обзоры и тесты, более 500 видео в разных плейлистах. Подписывайтесь. В этом видео расскажу о том, что учитывать при выборе морозильного шкафа. Убедитесь, что морозильный шкаф вам реально нужен. Это все же и расходы дополнительные, как на приобретение, так и эксплуатация потом, электроэнергия. И место под него нужно. Может, все поместится в большой двухкамерный холодильник с морозилкой литров на 120-130 полезного объема. Это 4 довольно вместительных ящика. Нет? Тогда, возможно, холодильник side-by-side. Полезный объем морозильного отделения у некоторых из них, самых больших, впрочем, доходит до 280 литров. То есть более чем в 2 раза больше, чем у большого классического двухкамерника. Нет, не подходит и такой формат. Не помещается на кухне, не пронесешь квартиру. Понимаю, тогда окей, тогда отдельный морозильник. Полезный объем самых вместительных бытовых морозильных шкафов, которые мне удалось найти сейчас на российском рынке, около 340 литров. Это много. Но все относительно, конечно, мало ли какой у вас в этом году дачный урожай. Так, а самые маленькие морозильные шкафы, которые сейчас продаются, они литров на 60. Может быть, вдобавок к морозилке обычного холодильника вам хватит такого объема. Такие шкафы — это 2-3 ящика или вообще без ящиков, чтобы и без того небольшой объем не съедать, просто полки. И, конечно, вся практически мелочь, малого объема шкафы, они с ручным размораживанием, потому что система No Frost, она же тоже съедает место, а куда уж тут съедать, когда и так его немного. Морозильные шкафы с ручным размораживанием дешевле, чем модели с No Frost. Так можно было уверенно заявить лет 10 назад. Сейчас же разницу в цене между моделями схожих габаритов и объема с No Frost и с ручным размораживанием можно отнести, к не слишком существенной. Вот смотрите, зайдем на один из маркетплейсов. Белый морозильник Indesit с полезным объемом 250 литров, высотой 175 сантиметров с No Frost стоит, сами видите, сколько. Морозильник Atlant с ручным размораживанием схожих габаритов и объема лишь немного дешевле. При этом есть модель Atlant чуть ниже, высота, и лишь немного менее вместительная, но с No Frost. И тоже мы остаемся примерно в этих деньгах. И в этой же цене мы находим близкий по габаритам и объему Indesit с ручным размораживанием. Понимаете, да? Но если так, то зачем платить те же деньги за ручное размораживание? Наша рекомендация только No Frost. Что бы там ни говорили жаждущие YouTube славы мастера по ремонту чего угодно, насчет без No Frost более надежно. Более надежно вообще ледник или погреб, как в старе. Сетка за окном, опять же. Даешь такие традиционные ценности. Технология No Frost давно уже не новая, проверенная, и при правильной эксплуатации все отлично работает. И несмотря на наличие вентилятора, шум от таких морозилок будет мешать, например, спать, только если поставить ее рядом с кроватью, впритык. Но это немного странно, согласитесь. Так, дальше удобная организация хранения продуктов. О чем это я? В маленьких морозильных шкафах понятно, или просто ящики, или только полки. Но если объем позволяет, уже можно придумать что-то поинтересней. Например, часть объема отдать под хранение на полках, для продуктов, которые, может, чаще вам нужны, а часть, те, что нужны реже, хранить в ящиках выдвижных. По-моему, в этом есть смысл. Да и зачастую, кстати, сразу и не поймешь, где тут полка, где ящик, потому что полки в морозильных шкафах бывают с откидывающейся крышкой. Плюс, хорошо, если есть дополнительные разные мелочи, типа подноса для замораживания ягод, грибов, зелени, типа полочек небольших на двери или еще где-то.
Может быть в шкафах побольше и система приготовления льда. Сами ящики в большинстве морозилок с ручками. Это правильно и важно. Потому что просто удобно. Удобно же, особенно если ящик нагружен. Без ручек не берите. В морозильных шкафах подороже может быть облегчено перемещение ящиков. Какие-то мини-шасси или даже телескопические направляющие. Компрессор. В случае с морозильным шкафом я рекомендую современный инверторный. Объясню. В морозилку мы заглядываем реже, чем в холодильник. Значит, и колебания температуры там меньше и реже. Значит, когда инверторный компрессор достигнет нужной температуры, работая на максимальной мощности, и потом мощность его упадет, потому что, чтобы поддерживать температуру, как правило, максимум не нужен. Он будет дольше оставаться в этом режиме минимум, экономя электроэнергию. И в годовом исчислении эта экономия может быть, более-менее заметная. Хотя, конечно, по ситуации, все по конкретным условиям эксплуатации. И другие плюсы инверторного компрессора. Меньше включений и выключений, меньше износ и меньше шума. Климатический класс прибора – это температура окружающего морозилку воздуха, температурный коридор, внутри которого производитель гарантирует бесперебойную работу шкафа. Для средней полосы это менее актуально, а если живете южнее, где долго летом жара, обращайте на это внимание. В данном случае на верхнюю плюсовую границу. Есть и морозильные шкафы, которые работают при существенных отрицательных окружающих температурах, например, до минус 15 градусов. Что это дает? Если на кухне шкаф не помещается, можете ставить его на балкон, где нет отопления. Или, в подвал, в погреб, в гараж. Пишите в комментариях свои варианты. Еще несколько, не главных, наверное, но интересных моментов. Ручка, основная это. Лучше, если она будет подвижная с толкателем, потому что разница давления внутри и за пределами морозильного шкафа. Поэтому без толкателя сложнее открывать шкаф. Вы вечно будете его двигать случайно или вообще не сможете открыть. Кто послабее, люди в возрасте, например. Так что ручка с толкателем must have. Не сломается она, если не будете ее дергать неаккуратно. А ручку, в конце концов, можно и заменить. Приличные производители, кстати, проверяют такие ручки на заводах. Они должны выдерживать долгую эксплуатацию. Например, наши кадры с завода Liebherr в Германии. Система управления. Как правило, модели Snow Frost уже по большей части все с электроникой. Много моделей с дисплеями. Электромеханика осталась, но в бюджетных морозилках с ручным размораживанием. Я за прогресс. С дисплеем удобнее, доступны дополнительные функции. Хотя в морозилке, конечно, их не особенно много. Суперзамораживание с автоотключением. Это точно может пригодиться. Только включайте его заранее, за 12 часов, а лучше за сутки до того, как планируете пополнять морозильный шкаф большим количеством новых продуктов. Урожай с дачи или в супермаркет съездили и накупили всего на 3 недели. Смысл в том, что продукты новые быстро заморозятся, поскольку попадут в температурный минимум. Как правило, это минус 24-27, реже минус 32 градуса. А те, что уже хранятся в морозилке, им не будет хуже, не будет большого перепада температурного от контакта со свежими продуктами. Обычно в моделях с электронным управлением эта функция суперзамораживания отключается часов через 50, когда уже точно все заморожено по полной. Или сами можете выключить. Обращайте внимание еще на мощность замораживания, но это килограммы продуктов в сутки. Тут просто, чем больше этот показатель, тем лучше. В том случае, если вы реально собираетесь иногда прямо много новых продуктов замораживать. Опять же, тот же урожай, поездки в супермаркет, такие базовые, хорошие поездки. Освещение лучше светодиодное, оно просто ярче. И в случае с морозильным шкафом оно вынесенное вперед. Собственно, если оно есть, то так обычно его и делают. Потому что это дает возможность нормально освещать содержимое выдвинутых ящиков. Есть модели морозильных шкафов с антибактериальным покрытием стенок, уплотнителя, ручек. Знаете, внутри там мороз, и так, наверное, мало что выживает. Но если вам так спокойнее, не проблема найти такую модель. Но я бы не гнался.
И еще момент. Лет 10 назад в основном морозильные шкафы были белыми. Сейчас же, как минимум, еще цвета нержавеющей стали можно довольно легко вариант найти. Или какой-нибудь черный металлик. Есть, кстати, и со стеклом на дверцах. Такая модная тема, которая, как мне кажется, всем уже надоела. Но это я к тому, что подобрать можно. Вариативность цветовая более-менее есть. Наше видео не зря называется «Как выбрать морозильный шкаф». Да, я знаю, что, конечно, есть еще лари морозильные, но, как мне кажется, в квартиру, в городскую логичнее брать морозильный шкаф. Он и место по ширине займет меньше, а это зачастую важно. И удобнее просто в нем хранить продукты. Более продуманная получается система хранения. Качество хранения продуктов тоже более высокое, потому что в шкафу все же вот это движение воздуха холодного, оно лучше реализовано, обеспечено, а значит, продуктам лучше, более равномерное замораживание, меньше структура продуктов меняется, а для некоторых продуктов это особенно важно. Ну а какое тут наше мнение? Отличный мы сделали гид по морозильным шкафам, по выбору, по покупке. Все главное обозначили. Но если вы считаете, что о чем-то забыли, смело нас критикуйте и пишите в комментариях, что еще вы считаете важным. И меня носом ткнете, и люди придут, почитают, и в итоге получат полную информацию и от нас, и от вас. И купят себе крутой морозильный шкаф, и будет всем счастье. Это тостер. Мы не делаем из домашней техники сенсации, зато подробно рассказываем о том, как она реально работает и какая нам с вами от нее польза. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со всеми заинтересованными в теме. У нас целый плейлист про холодильники и морозильники есть, посмотрите. Заходите также на сайт Toster.ru, есть мы в Яндекс.Дзене, в Телеграме, в ВК, там не только наши видео, но и много другого интересного о домашней технике от нашей команды. До новых обзоров и тестов, пока!